Привет, друзья! Многие задумываются о покупке экшн-камеры, но какие доводы обычно при взвешивании за и против? Некоторые считают так, что допустим у меня есть фотоаппарат, он и видео пишет, и звук, да плюс ко всему еще и зум имеет. Могу как видеокамеры приблизить, отдалить, так зачем мне тогда экшн-камера? В прорубь не ныряю и вообще типа не экстремал, фотоаппарата мне хватит, так ли это? Я тоже думал, что фотоаппарата мне вполне хватит. Но однажды я снимал довольно продолжительное видео на фотоаппарат, и оно меня крайне не устроило. Постоянное бликование на солнце, подтормаживание, размытость и так далее. Кто-то скажет: да у тебя фотоаппарат дешевка, купи за 500 баксов и не парься. Но у многих ли из вас фотоаппарат за 500 баксов? Нет, есть, конечно, категория людей, которая из кожи вылезет, чтобы кому-то что-то показать и доказать. Влезет в кредит, продаст душу и так далее. Это как раз те, кто будет ставить дизлайки под этим видео. Есть еще, конечно, категория, которая вполне может себе позволить фотоаппарат за 500 долларов, и я рад, что средний класс в России еще есть. Я тоже мог бы себе такой купить, но после того, как на одном из курортов у меня украли фотоаппарат, я задумался. 500 долларов все-таки жаль. Купил фотоаппарат попроще, но видео он пишет не ахти как. Покупать за 500? Но так как давненько приглядывался к экшн-камерам, то подумал, а может быть купить? Что я потеряю, что приобрету? Не буду разводить тут пространные суждения о плюсах и минусах, просто скажу так. Для фотографий нужен фотоаппарат, для видео – видеокамера. Для наглядности вот небольшое сравнительное видео фотоаппарата и экшн-камеры. Действующие лица – это фотоаппарат Nikon Coolpix L330 и недорогая китайская экшн-камера Eken H9 за 53 доллара. Я специально старался снимать с частыми вращениями, не сильно беспокоясь о стабилизации, так как у фотоаппарата больше всего доставали размытие. Eken H9 снимала с разрешением 720 60 кадров в секунду, фотоаппарат с разрешением 720 30 кадров в секунду. К слову, 30 кадров в секунду это максимально, что может выдать фотоаппарат, а Eken H9 может снимать даже 120 кадров в секунду, то есть четкость в сценах с высокой динамикой еще улучшится. В защиту фотоаппарата могу сказать только то, что записанный звук мне у него понравился больше, экшн-камера пишет звук тише. На этом сегодня все. Я выпущу еще несколько роликов о экшн-камере Eken H9, из которых вы узнаете, почему выбор пал именно на эту камеру, как установить на эту камеру другую прошивку, что такое slow motion и как его сделать. Короче, подписывайтесь, будет интересно.